Листаю видосики, а тут теории пилят по какому-то моменту из какого-то шоу. Типа Ребекка Шугар, когда делала вселенную Стивена, вдохновлялась ими. Eu sou X, eu sou Y e eu sou Z. X! E eu sou a Xuxa. Nós estamos nesse vídeo para ensinar todos vocês a dançar com a gente. Они действительно очень похожи и даже больше, чем вы думаете. Я нашла оригинал и готова вам рассказать про шоу Шуши. Но кто же знал, что во время изучения шоу я узнаю такие подробности и улечу вообще в другую степь. От 0+ до 18+. Перед тем, как углубиться в детали, давайте немного поразмышляем о том, почему эти параллели так значимы. Когда мы сравниваем шоу Шуши с другими популярными проектами, такими как вселенная Стивена, мы не просто рассматриваем сходство в персонажах или сюжете. Мы исследуем, как культурные контексты и детские развлечения формируют наше восприятие мира. Контент для детей не всегда так прост, как кажется. Наблюдая за тем, как формируют представления о дружбе и морали, мы можем лучше понять, как они влияют на формирование личности. И именно эта связь между развлечением и воспитанием делает анализ шоу, таких как шоу Шуши, особенно актуальным. Шоу Шуши – бразильский детский телесериал, ведущей которого была Шуша Менегел. Это известная бразильская телеведущая и певица, которая была чрезмерно популярна в 80-х и 90-х. И вы даже представить не можете, насколько. Это шоу сформировало целое поколение детей, и его влияние чувствовалось не только в Бразилии, но и в других странах, включая Испанию, Аргентину и даже США. Она стала иконой детских развлекательных программ в Латинской Америке и за ее пределами. Так что же это за шоу такое, что дети так тащились от него? Это была утренняя телепередача, которую показывали регулярно 6 дней в неделю. Оно длилось около 3 часов, и его формат был насыщен различными сегментами, ориентированными на детей от 2 до 11 лет. В чем заключался формат шоу? Шуша выступала в роли певицы и танцовщицы, исполняя песни, которые стали хитами среди детей. Это я говорю не просто так, ведь помимо ведения шоу, Шуша выпускала альбомы, которые разошлись миллионными тиражами по всему миру. Все-таки она не только актриса, но и певица. Некоторые из ее популярных песен, таких как «Иларье», до сих пор считаются классикой развлекушки для детей в Бразилии. Ее музыка была позитивной, с яркими мелодиями и запоминающимися текстами, призывающими к веселью, дружбе и доброте. В общем, все, что нужно, чтобы воспитать активного и доброго боевика. Важной частью шоу были различные игры и конкурсы, в которых участвовали дети. Иногда в колоссально огромном количестве. Вне зависимости от результата, призы дети получали. Че по сюжету? Его, как всегда, нет. Вспомните телепузиков. Я могу хоть сейчас пойти достать кассету, пересмотреть все серии, а завязки так не будет. Вот и с Шушерой это примерно то же самое. У Шуши была своя легенда. Она прилетала на своем космическом корабле с вымышленной планеты Шуша. Это было как бы ее волшебное королевство, куда дети могли мысленно отправляться, чтобы повеселиться и побыть в мире фантазий. Но это был скорее стилистический элемент, чем полноценная сюжетная линия. Каждый выпуск начинался с ее приземления на корабле и заканчивался ее отлетом. Легко и просто, чтобы дети много вопросов не задавали. Свое шоу Шуша вела не одна. Ей помогали 3 девочки, известные как Пакитас. Это были ее помощницы, одетые в футуристичную униформу и накрашенные как в стиле того времени. Они выполняли роль танцовщиц, актрис и соратниц Шуши. Каждая Пакита имела свое сценическое имя, обычно связанное с какой-либо чертой или тематикой, что позволяло им быть более узнаваемыми для детей.
Также были и другие помощницы. В разные годы состав Пакита сменялся, пока Шуша не стала вести шоу самостоятельно. Среди персонажей шоу были также и другие костюмированные персонажи, аниматики и паппеты, которые появлялись в разных эпизодах. Иногда отдельные выпуски были посвящены конкретным темам, например, Рождество или День детей, которые повторялись каждый год. Бренд Шуши стал таким глобальным. Всего было выпущено 2000 выпусков. Продавали кукол с ее ликом, или как сказать. Под брендом Шуши продавали еще одежду и аксессуары. Это привело реально к модному помешательству на ношение белых лосин и белых кожаных ботинок, которые стали популярными среди подростков. Уверена, вы тоже видели таких модниц у себя на районе или в журналах каких-нибудь. После завершения первого шоу она создала другой проект, который ориентировался на совсем малышей. Эта серия шоу музыкальных видео продолжала ее успех, но с упором на дошкольников. А еще дальше она пошла в Америку захватывать сердца детей из USA. Шуша стала известна как королева детей или малышей, что построила крупнейшую детскую развлекательную империю. Но в 1993 году случился серьезный казус из-за журнала Globe, который жестко подставил нашу главную героиню. Они выпустили статью на целую страницу, а мы с вами знаем, что раньше из маленьких кусочек люди глотки грызли. В этой статье Шушу всячески выставляли шлюхой, называли ее порнокоролевой за то, что она была моделью для всеми известного журнала Playboy, и за ее роль в фильме «Любовь, странная любовь», где ее героиня соблазняет несовершеннолетнего мальчика. Представили шок родителей, да? Ведь это все правда! Прикиньте! Если загуглить Шуша Playboy, то у вас разворотов на целый альбом хватит. Прикиньте, купили вы журнальчик себе полистать, где там на полстраницы большими буквами Шуша, и рядом она же голая позирует. А завтра утром на ваших телеэкранах вновь высветится Шуша, но в этот раз в одежде и с детьми играет. Больше всего меня шокировало ее актерское прошлое. Я не поверила, что съемка в каком-то фильме может так сильно повлиять на карьеру. Это такой старый фильм, аж 82-го года. Я нашла его, посмотрела и офигела. Это просто писец. Проблема даже не в Шуше, а в самом фильме. Это бразильский эротический криминальный драматический фильм, который я воспринимаю как порно-сюжетом. Давайте я кратенько вам расскажу сюжет. Он разворачивается вокруг 12-летнего мальчика по имени Хьюго, или Уга, как вам удобнее, который приезжает в бордель, где работает его мать. Мать играет Вера Фишер, победительница конкурса красоты, которая была коронована как мисс Бразилия и представляла свою страну на мисс Вселенная. Понимаем, да, кто кого играет? Шуша играет персонажа по имени Тамара, одну из девушек борделя. Короче, Уга приезжает в роскошный, реально очень красивый, шикарный дом своей матери Анны, которая обслуживает политическую элиту. Да, казалось бы, сюжет затрагивает серьезную тему – использование женщин и их сексуальности и власти для манипуляции мужчинами и политическими деятелями. А мальчик Уга попадает в этот жестокий шлюший мир, где становится свидетелем этих процессов. Но фильм идет 2 часа, и куда ни тыкни, тебя на полэкрана ждут сиськи, вагиськи и письки, на которые смотрит маленький мальчик, которого на протяжении всего фильма домогаются бордельщицы. Ой, он такой миленький, красивенький. Ой, а какие глазки. Мальчик такой хорошенький. Уга так вырос, уже такой взрослый, совсем скоро станет мужчиной. Иди сюда, кис-кис-кис, хочешь посмотреть? И Уга просто в пол смотрит, зашуганный в дискомфорте. Если вы взрослая шпала и так разговариваете с ребенком, то знайте, это харассмент. Да, представьте себе, даже с мальчиком. Короче, Шуша
или Тамара, в одной из сцен убеждает Ука провести с ней ночь. Опять они его лапают, там откровенно сексуальный характер, что и вызвало, естественно, огромные споры спустя годы, когда Шуша стала ведущей детских программ и символом невинности для миллионов детей. Шуша даже пыталась купить права на фильм и блокировать его распространение. Да, противоречиво, да, идет вразрез с ее образом на телевидении, но прежде чем вы начнете писать о том, какая Шуша шлюха, прошу вас вспомнить, что это было в 90-е, а сейчас 24-й год, как бы уже. Во-первых, Шуше уже 60 лет стукнуло. Она выглядит шикарно для своего возраста, и то, что она сделала, было глупостью по молодости. Она жалеет об этом, как сама говорит. Во-вторых, сейчас девушки сами платят денежки за то, чтобы им устраивали фотосессию в стиле ню. Это сейчас норма, и вы и больше видели. В-третьих, в начале 90-х ее состояние оценивалось в 100 миллионов долларов США. 100 лямов долларов! Вы знаете, как много это было тогда? Как бы вы за лямбу жопу продали. Ну и напоследок, она уже старая. Все ее фанаты уже давным-давно выросли, им уже по 30-40 лет, а они также обожают ее и благодарят за счастливое детство. Да и сама Шуша родила уже давно. Дебаты по этому поводу, действительно спорному, до сих пор порой продолжаются, и я сама даже не совсем уверена, как к этому относиться. Что вы об этом думаете? Как вы относитесь к карьере Шуши и ее влиянию на детскую культуру? Вроде бы и 90-е, а вроде бы и сейчас-то в принципе ок. Разве это важно, если ей удалось осчастливить невероятно огромное количество детей в свое время? Вот так вот.